Опа. Сейчас переведу. Мы вернулись с новой реакцией. Я не могу поверить, что она меня снова сюда притащила. Ребята, я думаю, я его оставлю, потому что без него я не могу делать реакции. О, это так мило. Ребята, спасибо вам. Спасибо за ваши комментарии, потому что именно из-за них она меня притащила обратно. Поэтому я это очень ценю. Да, спасибо, ребята. Да, ребята, без него я не могу делать эти реакции. И из-за того, что мы читаем ваши комментарии, и мы ценим ваши комментарии, и мы берем во внимание ваши комментарии, сегодня мы сделаем реакцию на одну песню, которую вы упомянули в комментариях. И этот комментарий от Вабаджам Вуй. Надеюсь, я произнес его имя правильно. Вабаджам Вуй. И он попросил сделать реакцию на кого? Димаша. SOS. И снова же, не знаю насчет тебя, но я не слышал эту песню. Никогда. Значит, да, для обеих из нас это будет первая реакция. Мы никогда не слышали этого парня. Ну, как бы я слышал об этом парне. Я видел, что люди делают видео с его песнями. Я знаю, что он стал популярным где-то год-два назад. И поэтому я очень-очень взволнован. Потому что для нас обеих это будет сюрпризом. Я знаю, что его крупным достижением это было его выступление на славянском базаре, которое в Беларуси. И я тоже из Беларуси. Ну, круто. Да, давайте начнем. Очевидно, что это какое-то шоу талантов. As my wife would say, this prince is so proud. 我觉得有点像林志炫啊。 Whatever she said. Он вытащил ушной монитор. Похоже, он пытается слышать себя. Значит, это очевидно, что это его настоящий, как бы подключенный грудной голос, а это уже фальцет такой менее подключенный, я думаю, но как бы он контролирует все это очень красиво. So sensitive. Yeah, that's gonna, yeah. I have goosebumps. Je crois dans un pays, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. Okay, old school rock sound all of a sudden. That's a really interesting place. I hate these videos. The reactions of the crowd is just so stupid. He's so much better than that. Je vise, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme des
Yeah, I know. Yeah. His range there is just gorgeous. That's exciting. That's really exciting. So free. I was really interested in seeing what happens there. Yeah. Chills. Видишь, там у него немного напряжения на голос. Не видно никаких вен, которые выпирают. Nice. Okay. Very nice. Okay. Okay. Let's talk about this. So, Дай мне время. Мне кажется, тебе нравится, да? Да, это было реально круто. Спасибо за предложение. Да, хорошая работа. Ты хочешь начать? Начни. Дамы вперед, ну как бы это твой канал. Окей, дорогой, значит... Окей, что мне понравилось? Давай начнем с этого. Давайте начнем с позитивного. Мне понравилось все. Мне понравилась его техника. Мне кажется, что он знает все и контролирует каждый свой регистр. Свой микс, свой фальцет, свой более роковый звук. Он знает, как играть со всем этим. Он умеет контролировать аудиторию. В музыкальном плане он очень чувствителен, и вы можете услышать, насколько великим музыкантом он является. Я не буду удивлена, если он умеет играть на многих инструментах. Потому что как музыкант вы можете услышать, понимаете, все это? Все это можно понять. Я обожаю все это. Я хочу услышать его музыку. Не знаю, является ли это его оригинальной музыкой, но я очень хочу узнать, является ли он сам автором песен. Потому что прямо сейчас я хочу пойти и послушать его музыку. А ты что думаешь? Мне это понравилось, я был приятно удивлен. Я думаю, что... И да, я согласен с тем, что у него хорошее понимание своего инструмента. Мне не нравится использовать слово «контролировать», потому что это намекает на то, что вы напрягаете и давите на свои мышцы и делаете очень много, чтобы контролировать свой голос. Ну ты же понимаешь, что я имею в виду под контролем? Да. Я просто это говорю для нашей аудитории. Мы же как бы оба классически натренированы, и ты являешься учителем по вокалу. Я просто люблю давать отчетливые различия между терминами, поэтому здесь дело не в контроле, в прямом смысле контроле, а в том, чтобы знать, куда может идти ваш голос, и знать, как разными способами манипулировать им. Просто если вы певец и вы это смотрите, я хочу, чтобы вы понимали все эти маленькие нюансы в формулировке, потому что в пении формулировка очень важна. В любом случае, мне понравилось, как он переключался и переходил между своими разными регистрами. И как я уже сказал в видео, мне не понравилось его пение на придыхании в начале этой песни. Но в то же время я понимаю, что это телевидение, это было сделано для драматичности. Потому что позже он сделал то же самое в более тихом месте, но уже без придыхания. Я думаю, он не слышал себя, потому что помнишь, как он снял свой ушной монитор? Возможно, это тоже является причиной, да. Но его рок, в кавычках, плач, удивил меня, потому что от него я такого не ожидал. Это было таким приятным удивлением, да? Да, не говори. Это было таким олдскульным. То, что мне нравится. Все эти рок-крики. Не плач, а крики. Да, это было так круто, да. И как бы его низкие, они были тоже прекрасны. И поэтому, снова же... Он является уникальным певцом. Очень уникальным. И нет больше других слов для этого. Потому что я никогда не слышал другого певца, который мог бы контролировать свой голос таким образом. Мне очень интересно, как он звучит сейчас. Ну, потому что он повзрослел уже. Мне интересно, развился ли его голос еще. Мне интересно, работал ли он над своим голосом в плане... мне интересно, что он вообще делал со своим голосом все эти годы. Был ли у него учитель по вокалу, чтобы там подправить вещи? Думаешь, у него есть учитель по вокалу? Надеюсь, так. Я думаю, что он талант, то есть он родился с этим талантом, и это слышно в его пении. Если тебе нужно было бы сказать что-то насчет его выступления, какая-нибудь критика насчет его выступления, что бы ты сказала?
Одна критика, говоришь? Ну, знаешь, я просто знаю, когда что-то не так. И он заставил меня почувствовать что-то. У него все работало. И мне не важно там насчет техники. Знаешь, иногда мы делаем что-то, чтобы заставить других людей чувствовать что-то. И вся эта техника существует, чтобы сделать именно это. И поэтому я просто что-то почувствовала. Единственное, что я поменял об этом, наверное, бы песню. То есть, мне кажется, структура песни была неорганизованной. Песня началась очень тихо, потом она раскрылась, а потом снова тихо. И потом я как бы потерялась. Но он сделал великолепную работу. Ну, мне песня понравилась. Сама песня была немного Потом наш друг начал говорить то, что, насколько я знаю, он является оперным певцом. То бишь, у них есть классическое образование, у них обеих. И то, что у Димаша был плохой французский акцент, что можно понять. Также он добавил, что он почувствовал недостаточность соединения Димаша с аудиторией. И он это понимает, потому что это ТВ-шоу. Тут должно быть шоу. А они оба смотрят с точки зрения оперных певцов, которые выступают в оперных театрах. Но все же, как вы послушайте, я был очень сильно впечатлен. Очень впечатлен. Спасибо большое за эту рекомендацию. И под конец они добавляют, что их мнение — это их мнение, и у них есть право на свое мнение, и я с ними согласен. Так что не надо писать гнилые комментарии в комментариях. Как говорил Леопольд, давайте жить дружно. А еще, я так понял, оперные певцы поют на французском языке, поэтому они говорили про его французский акцент, что понятно. А на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами послезавтра, и всем пока.